Воздух в гостиной родителей был густым, тяжелым, полным какого-то ожидания, которое я не могла до конца уловить. Я сидела на краю дивана с цветочным узором, колени плотно сжаты, взгляд скользил по кругу знакомых лиц. Мой брат Сайлас откинулся назад, скрестив руки. Тетя Катрин вцепилась в чашку чая, словно это был ее щит, а кузина Жанель лениво играла с телефоном, ожидая начала представления. В центре сидела моя мать, Лорен, выпрямившись, со сложенными на коленях руками, будто председатель на заседании совета. Она прочистила горло сигнал, что все должны слушать. «Теперь это твоя семья», — сказала она резким, твердым тоном. «Внеси свою долю». Я решила, что ослышалась. Но отец, Марлин, поддержал ее, серьезно кивая. «Половину зарплаты». Так у нас всегда было. Тот, кто зарабатывает больше, вносит в общий семейный фонд. Я моргнула, стараясь сохранить нейтральное выражение лица. Половину моей зарплаты. Ночи напролёт я корпела над таблицами, держась только на кофе и дедлайнах. А теперь они хотели, чтобы я отдала половину чека, как десятину. Взгляд Лорен впился в меня. Это традиция, милая. Мы заботимся друг о друге. Желудок сжался. Традиция. Я вспомнила, как в 22 покрывала обучение Сайласа, когда его стипендии не хватало, оплачивала медицинские счета тети Катрин, брала на себя продукты столько раз, что и не сосчитать. Но это было другое. Это не помощь. Это требование. Сайлас неловко поёрзал, но промолчал. Жанель ухмыльнулась. Челюсть отца оставалась каменной, а мать, как дирижер, ждала, что я подчинюсь. Я откинулась назад и позволила медленной улыбке расползтись по лицу. «Тогда ты не будешь против, если я...» Мои слова повисли в воздухе, и впервые их самодовольная уверенность дрогнула. Я ухватилась за эту дрожь, уже зная, что именно она понесет меня в бурю, которая надвигалась. Их требование эхом звучало в ушах еще долго после того, как я вышла из гостиной. Половина моей зарплаты, произнесенная так, будто это так же естественно, как передать соль за ужином. Я ехала домой с крепко сжатой челюстью, и где-то между светофорами и тишиной моей квартиры начали всплывать воспоминания. Мне было 20, когда я впервые взяла на себя роль, которую никто не называл, но на которую все полагались. Я совмещала учебу с подработкой в библиотеке кампуса, а потом перешла на полный рабочий день в отделе ввода данных, чтобы оплатить обучение. Когда стипендии Сайласу не хватило, я выписала чек без колебаний. «Ты у нас надежная», — сказали тогда родители с гордостью, их голосы были теплыми, словно они вручили мне награду. Позже, когда страховая компания тети Катрин отказала ей в важном лечении, именно мои сбережения закрыли брешь. Она называла меня своим ангелом, но я заметила, как быстро благодарность сменилась ожиданием. В следующий раз, когда пришел счет, она уже не спрашивала, смогу ли я помочь. Она спрашивала, сколько я дам. Даже Жанель получила выгоду. Когда ее машина сломалась в колледже, я подписала за нее кредит на новую. Она клялась, что будет сама платить по счетам. Но прошло всего 6 месяцев, и этот груз перекатился на мои плечи. Каждый раз, когда я вмешивалась, я убеждала себя, что это временно, что однажды баланс восстановится. Но этого так и не случилось. Чем больше я отдавала, тем сильнее они лепили из меня надежную опору, кошелек. Я принимала их похвалу за любовь, хотя на самом деле это было приручение. Им нужно было, чтобы я оставалась устойчивой, пока они позволяли себе быть неустойчивыми. Сидя сейчас за рабочим столом и уставившись в свет экрана с очередной таблицей, я почувствовала истину, куда более болезненную, чем любое требование на семейном собрании. Они строили этот момент годами, кирпич за кирпичом, пока просьба отдать половину зарплаты не зазвучала как естественный итог. И впервые я ясно увидела, до какой степени они готовы дойти. Когда на следующей неделе я снова вошла в дом родителей, те же лица собрались, будто ничего еще не было решено. Лорен сидела на своем месте, сцепив пальцы, словно председатель какого-то священного ритуала. Марлин прочистил горло, его низкий голос наполнил комнату.
каждый дает по способностям. Так всегда было в нашей семье. Эти слова легли тяжелым грузом, но я заметила, что никто больше не выглядел обремененным. Сайлос поерзал на стуле, избегая моего взгляда. «Я мало зарабатываю», — пробормотал он, повторяя заученную фразу, которую я слышала уже слишком много раз. Тетя Катрин, чьи счета я когда-то оплачивала, опустила глаза на ковер, будто узор вдруг стал ей крайне интересен. Она молчала, но ее тишина была ответом. И тогда Жанель наклонилась вперед, и ее улыбка была острой и беспечной. «Да ладно. У Ары денег хватит на всех нас». Смех, который последовал, был тихим, но жестоким. Он говорил мне, что они уже решили, я решение. Не часть проблемы. Я скрестила руки и заставила голос звучать ровно. «Так значит, вы все вносите половину, верно?» Тишина, что последовала, была холоднее зимнего воздуха. Сайлос почесал затылок. Катрин закашлялась. Марлин напрягся, челюсть сжалась. Лорен не дрогнула, ее глаза упорно сверлили меня, словно бросая вызов продолжать. Это был мой ответ. Они не были объединены жертвой. Они были объединены ожиданием. Моя жертва — их выгода. Семейный фонд — не традиция. Это была тщательно сплетенная сеть, предназначенная поймать меня и никого больше. Я позволила смеху задержаться, едва сдерживая ухмылку. Их единство было лишь маской, и я только что потянула за шов. Но если бы я прорвала маленькую дырку, я знала, что должна быть готова к тому, что через нее вырвется. Я наклонилась вперед, локти на коленях, и выпустила слова так, будто это было обычное замечание. Если половина моей зарплаты принадлежит семье, может, я вообще уйду с работы. Нет зарплаты — нет проблем. Реакция была мгновенной. Шок прокатился по комнате, словно порыв холодного ветра. Чашка тети Катрин зазвенела в блюдце. Жанель моргнула, ее ухмылка ослабла. Даже стойкая поза Марлина треснула, плечи опустились, словно фундамент был подорван. Но первой сдала Лорен. Ее голос прорезал тишину. «Ты не осмелишься». Я встретила ее взгляд. Не осмелюсь ли? Если эти деньги не мои, зачем изнурять себя работой ради комфорта всех остальных? Ее губы сжались, но я не стала ждать ответа. Я встала, разгладила пальто и направилась к двери. Каблуки стучали по деревянному полу, каждый шаг звучал громче предыдущего. Никто не остановил меня, хотя я ощущала их взгляды, жгучие, как огонь, в спине. Ночной воздух ударил мне в лицо, прохладный и резкий на моих раскрасневшихся щеках. На мгновение мне показалось, что я ушла одна, но за мной последовали шаги. «Ара!» — тихо позвал Сайлос. Я обернулась и увидела его в дверях, руки глубоко засунуты в карманы. Он казался меньше, чем я помнила, словно уверенный младший брат, в которого я когда-то верила, уменьшился под грузом лет оправданий. «Прости», — сказал он неровным голосом. «Я не хотел, чтобы все зашло так далеко». «Мама, папа, они просто что?» Я перебила его. Решила, что мой тяжелый труд — это их наследство. Он поморщился, но не стал спорить. Его извинение зависло между нами, хрупкое и неуверенное. Впервые я задумалась, не увидит ли кто-то из них, наконец, эту машину такой, какая она есть, систему, построенную на моих плечах, работающую только потому, что я позволяла ей это. Я не ответила. Вместо этого спустилась по ступеням и вышла в ночь, оставив его стоять в дверях словами, которые он не мог забрать обратно. Когда я уезжала, свет дома уменьшался в зеркале заднего вида. Мой телефон загорелся первым из множества сообщений, которые последуют. К утру мой телефон превратился в оружие, обращенное против меня. Первое сообщение пришло еще до рассвета. «Мы вырастили тебя. Меньше, что ты можешь сделать, отдать что-то взамен». Я заглушила экран и попыталась сосредоточиться на кофе, но тут же послышался новый сигнал. Потом еще один.
К полудню у меня было 12 пропущенных звонков и цепочка голосовых сообщений, каждая все более отчаянная. Голос Лорен доминировал над всеми, резкий и властный. «Не позорь эту семью. Ты пожалеешь, если продолжишь быть эгоисткой». Тон моего отца был спокойнее, но не менее болезненный. «Не забывай, мы можем отрезать тебя, если ты уйдешь». Даже Жанель прислала насмешливое сообщение. «Надеюсь, твоя большая зарплата согреет тебя, когда семьи у тебя больше не будет». Я начала сохранять все: скриншоты сообщений, записи голосовых сообщений, даже электронные письма с едва скрытыми угрозами. Каждое я помечала, архивировала, складывала в папку на компьютере. Часть меня ненавидела эту холодную эффективность, но другая знала, что это единственный щит, который у меня есть на работе. Я пыталась зарыться в отчеты, но Кассиан заметил напряжение в моих плечах. Он задержался возле моего стола после встречи, понизив голос. «Ты выглядишь ужасно». «Что происходит?» Я хотела отмахнуться, но что-то в его устойчивом взгляде говорило, что он не примет половинчатый ответ. Поэтому я рассказала ему не все детали, но достаточно, чтобы он понял, почему мой телефон звенел, как улей, из которого я не могла выбраться. Его челюсть сжалась. «Это не семья. Это хищничество. Ты должна защищать себя. Заблокируйте свои счета. Проверьте кредитную историю. Убедитесь, что никто не добавил свое имя рядом с вашим». Эта мысль пробежала холодком по спине. Я была так сосредоточена на эмоциональных ударах, что не думала о практических. Банковские счета, имущественные записи — все эти невидимые нити, которые связывали мой труд с их досягаемостью. Тем вечером, вместо того, чтобы ехать домой, я направилась в банк. Сменили логин и пароль, добавила уведомления о безопасности и попросила отметить любую необычную активность. Когда я вышла, осенний воздух казался более свежим и чистым, словно я сделала маленький шаг обратно к контролю. Но сообщения не прекращались. Если уж на то пошло, они становились острее, более отчаянными, более скоординированными, как стая, обводящая жертву. И поздно ночью, когда звонки наконец стихли, я поняла, что эта тишина не облегчение. Это предупреждение перед следующим ударом. Звонок пришел прямо во время моего обеденного перерыва. Я почти проигнорировала неизвестный номер, но что-то внутри меня подсказало ответить. «Мисс Уикхэм, это Сандра из First Asheville Bank. Мы отметили необычную попытку снять $4500 с вашего счета. Вы разрешали эту транзакцию?» Вилка зависла в воздухе на полпути к рту. «Нет, абсолютно нет». Сандра замялась, а потом осторожно продолжила. «Похоже, кто-то пытался связать ваш депозит зарплаты с вторичным счетом. Запрос был отклонен, но попытка была совершена с использованием вашего номера социального страхования». Эти слова пролились по спине ледяной водой. Лишь немногие когда-либо видели мой номер социального страхования, и мой отец был одним из них. К тому моменту, как я положила трубку, сердце бешено колотилось. Я открыла банковское приложение, листая детали, пока не увидела имя счета, к которому был привязан неудавшийся запрос «Уитком Family Fund». Руки дрожали так сильно, что я чуть не уронила телефон. Они даже не потрудились это скрыть. Той ночью я сидела за кухонным столом, окруженная бумагами, банковскими выписками, налоговыми формами, платежками, каждым документом, который доказывал, что моя жизнь принадлежит только мне. Гнев пронзал меня, горячий и ослепляющий. Но под ним было что-то холодное, ясное. Это уже не просто манипуляция. Это был обман. Я оформила предупреждение о мошенничестве в банке, заблокировала кредит и потребовала все возможные меры защиты. Потом я набрала номер Кассиана и попросила порекомендовать адвоката. На следующее утро я сидела напротив женщины с острым взглядом и еще более острым тоном. «То, что они сделали, преступление», — сказала она спокойно, просматривая мои заметки. «Пытаться забрать вашу зарплату без разрешения — это кража личности. И если у вас есть доказательства, что это сделал ваш отец, дело становится еще сильнее». Я кивнула, горло сжалось.
Доказательства. Это слово ударило сильнее всего, потому что доказательства означали конец иллюзиям, конец притворству, что это просто давление со стороны семьи. Это означало, что мне нужно было решить, считать ли семью любимыми или преступниками. И когда я выходила из ее офиса, сжимая папку с формами и юридическими документами, я уже знала, что выбор сделан. Я ехала к дому родителей, папка лежала на пассажирском сиденье, пальцы крепко сжали руль. Каждый километр давился тяжестью. Но я знала, что если не столкнусь с ними сейчас, груз молчания будет тянуть меня всю жизнь. Они снова были там, собрались, как и раньше, словно эти встречи стали какой-то извращенной традицией. Лорен сидела на своем обычном месте, величавая и непреклонная, а Марлин откинулся назад, как человек, который уже выиграл спор. Я положила бумаги на кофейный стол. Банк звонил мне. Кто-то пытался перенаправить мой зарплатный депозит. Они использовали мой номер социального страхования. Счет был подписан как Уитром Family Fund. Хотите объяснить? Лорен не дрогнула. Она мельком взглянула на документы, затем снова посмотрела на меня с холодной улыбкой. Мы семья, Ара. Это не воровство, если это наше. Комната на мгновение покачнулась. Я ждала, что кто-то, хоть кто-то, исправит ее, но тишина нависла густой тяжестью. Сайлос опустил голову, на лице пылало чувство стыда. Жанель нервно рассмеялась, вертя в руках телефон, будто это была неловкая шутка, которая скоро пройдет. Я посмотрела на каждого по очереди. Вы раньше брали мою помощь, мои деньги, мое время. И я продолжала давать, думая, что это любовь, думая, что это долг. Но это мошенничество, и я больше не буду играть по вашим правилам. Марлин сдвинулся на стуле, голос низкий. Ты усложняешь все больше, чем нужно. Я резко захлопнула папку. Нет, ты усложнил все в тот момент, когда решил, что я кормильца, а не дочь. Эта роль окончена. Я не должна отдавать тебе половину зарплаты или какую-либо часть своей жизни. Иллюзия треснула в тот момент, аккуратная маска, которую они носили годами, соскользнула. Улыбка Лорен сжалась, хрупкая, как стекло. Я встала и направилась к двери, и никто не попытался меня остановить. Снаружи холодный воздух был резче, чем раньше, и я знала, что это только вопрос времени, прежде чем они ударят обратно, но уже другим способом. Прошло 3 дня тревожного молчания, прежде чем под дверь моей квартиры подложили конверт. Толстая бумага внутри, мое имя аккуратно напечатано на лицевой стороне. На мгновение мне показалось, что это может быть оливковая ветвь, неуклюжая попытка извинения. Но я открыла его. Внутри были юридические документы с требованием отдавать 40% дохода каждый месяц в семейный фонд УИТМ. Я пробежала глазами строки, не веря. Внизу стояла даже подпись моя, якобы согласная, но я знала свой почерк, и это был не он. Петли слишком широкие, штрихи слишком тяжелые. И тогда я увидела это тот же завиток, которым тетя Катрин всегда подписывала открытки на день рождения. Она даже не потрудилась это скрыть. Я рассмеялась, но это был не смех от удовольствия. Это было недоверие, острое, как нож. Они подделали мое согласие, завуалировали его юридическим языком и сунули мне, рассчитывая, что я буду слишком наивна, чтобы усомниться. Я просмотрела документы, прикрепила их к письму и переслала все своему адвокату. Ответ пришел в течение часа. Это не просто подделка, это преступление. Приводите их, и мы разберемся дальше. Так я и сделала. Сидя в ее офисе, я положила страницы на стол, и она покачала головой с легкой улыбкой. Они передали вам свою вину в письменной форме. Это учебник подделки. А если они использовали вашу личную информацию для составления документов кражи личности? К вечеру я уже была в полицейском участке, подавая заявление, которое никогда не думала подавать против собственной крови. Ручка офицера скрипела по бланку, а мой голос оставался ровным, подробно рассказывая о каждом моменте. Когда я вышла на улицу, тяжесть в груди ощущалась иначе.
Не легче и не тяжелее, но острее. Та самая тяжесть, из-за которой притворяться больше невозможно. И когда я шла к машине, я знала, что молчание семьи долго не продлится. Слухи распространились быстро. К концу недели Лорен и Марлин были допрошены полицией. Семейная крепость, которую они строили на страхе и контроле, внезапно обрела трещины, видимые всем. В следующий раз, когда я их увидела, атмосфера была другой. Уверенность исчезла, ее заменил панический страх. Жанель, которая раньше издевалась надо мной, теперь обрушила свое острое слово на тетю Катрин. «Я на это не подписывалась», — воскликнула она, размахивая копией поддельных документов. «Ты осознаешь, во что ты нас втянула, Катрин?» Катрин покраснела, запинаясь, оправдываясь. Лорен пыталась ее успокоить, но было уже поздно. То единство, которым они так гордились, разваливалось на моих глазах. Сайлос сидел в стороне, его привычная ухмылка исчезла. Когда я вышла на улицу подышать, он последовал за мной, голос тихий. «Я же говорил, что это зайдет слишком далеко. Я говорил, что ты не сдашься просто так». Его глаза были усталыми, тон лишён напыщенности. На мгновение я увидела брата, в которого когда-то верила, того, кого считала своим союзником. Но правда была жестче, он не останавливал их. Не до тех пор, пока последствия не постучали в дверь. Наблюдая, как они распадаются, гнев Жанель, стыд Катрин, отрицание Лорен, молчание Марлина, я поняла, что их так называемое единство никогда не было про любовь. Оно всегда было про контроль. И как только контроль выскользнул из их рук, больше ничего не связывало их вместе. Коллапс был громким и хаотичным, но одновременно и предупреждением: если они готовы были обрушиться друг на друга, скоро весь этот гнев обрушится на меня. Слушания прошли быстрее, чем я ожидала. Через несколько недель Марлин и Катрин были оштрафованы за подделку и мошенничество. Гордость Лорен и ее репутация достойной матриарши среди тесного круга Ашвиля рухнула в тот же момент, когда соседи узнали правду. Женщина, которая когда-то держала все комнаты под контролем, теперь избегала даже продуктового магазина. Ее имя произносили шепотом. Я не радовалась их падению. Мне это было не нужно. Справедливость в своей тихой форме говорила громче, чем я когда-либо могла. Вместо этого я сосредоточилась на том, чтобы построить что-то свое. Я подписала договор аренды небольшого кондо рядом с районом искусств у реки. Солнце заливало широкие окна, открывая вид на фрески и кофейни. Это было небольшое жилье, но оно было моим, оплачено моим трудом, моими решениями, моей свободой. Кассиан помогал мне переезжать, аккуратно ставя коробки, вставляя небольшие шутки, когда тишина становилась слишком тяжелой. Мои друзья с работы наполнили холодильник продуктами и оставили записки на столешнице. Даже Сайлос пришел однажды в выходные, неловко стоя в дверях, прежде чем спросить, не нужны ли мне полки для сборки. Это не было прощением. Пока нет. Но это было началом. Теперь ночи были тихими. Я готовила для себя, зажигала свечи на подоконнике и училась чувствовать, что тишина может быть миром, а не наказанием. Я часто вспоминала семейные встречи, требования, то, как они пытались превратить любовь в контракт. А потом я думала о людях, которые были рядом со мной, не требуя ничего взамен, которые уважали мое «нет» и радовались моему «да». Кровь может связывать, поняла я. Но она не определяет. Определяет уважение. Определяют границы. В конце концов, семья — это те, кто носит твою фамилию, или те, кто чтит твою свободу,